вообще вся военная наука это состоит в том, что получить превосходство в небе, и тот, кто получил, тот уже дальше выигрывает. Добивает то, что внизу, своими самолетами и так далее. А в связи с дронами случилось так, что у обоих сторон есть небо. И фактически получилось, как Первая мировая война, когда, помните, когда придумали пушки, нарезное оружие, все, и получилось, что армии стали и стояли друг на друга, напротив друга, перемалывая в кровавой мясорубке. Ну, был Брусиловский прорыв, были еще там какие-то движения. Но в целом война была стационарна, уперлись друг в друга и стояли на изнемождении. Вот в связи с дронами, которые вот создают вот эту вот мертвую зону между воюющими подразделениями, мы фактически получили такой аналог Первой мировой войны. Встречался Дмитриев, встречался Уилков, отрабатывали, и в нем видна логика. Россия уходит с части территории украинских, освобождает проход кораблей через выход из Днепра, часть Кінбурзькой косы отходит Украине, которая запирала выход из Днепра. Они получают атомную станцию американскую стоимостью $миллиарды, десятки миллиардов долларов. А Россия взамен получает признание Крыма. Я так понимаю, этих два вопроса взвесили на весах и как бы уравновесили друг друга. А остальное, в общем-то, понятно, остановка по линии разграничения. А слова денацификация Трамп не понимает, потому что там вообще любят слово national. У меня такое ощущение, что он не очень понимает и слово демилитаризация. Снабжение развединформации, и конфликт, скорее всего, будет продолжаться. То, что мы сейчас наблюдаем, это попытка России, в общем-то, Россия приняла тот план, который, категорически ее не устраивал. Но ради того, чтобы прекратить войну. Россия сейчас устраивает это перемирие на 9 мая, чтобы еще раз показать о том, что Россия миротворец, и Россия была и есть за то, чтобы мирные переговоры продолжались. 4 раза я посчитал за вчера высшие должностные лица Российской Федерации разные люди в разных ситуациях заявляли о том, что Россия готова на прямые переговоры с Украиной, только Украина должна убрать препятствия и так далее. То есть мы делаем все, чтобы показать и продемонстрировать, что переговоры были сорваны не нами. Но думаю, что это вряд ли сработает. Приезжал министр финансов, расстались на Украину, расстались очень плохо. Он обещал подписать дальше на встрече в Европе, не подписал Зеленский. Потом он собирался подписать в Белом доме, не подписал в Белом доме, был выгнан из Белого дома. Последняя дата это была суббота. В субботу он не подписал. И сейчас я читаю украинские СМИ, там пишут о том, что они уже договорились, американцы, украинцы, в том, чтобы не 350 и не 100, как было дальше, а вообще все старое финансирование, которое было от Соединенных Штатов, уже не будет считаться в этой сделке. То есть, другими словами, Трамп подпишет некую оболочку, за которой ничего не будет, исключительно для того, чтобы и здесь не выглядеть полным лузером. Хоть что-то подписал. И, скорее всего, будет отстраняться от украинской темы. Почему я говорю попытается, потому что его могут не отпустить. И что значит уйти от украинской темы? Он продолжает до сих пор снабжать Украину разведданными. Он продолжает поставлять оружие
в рамках 3 миллиардов долларов последней суммы, которая была утверждена по контрактам PDA Байденом. По байденовским контрактам до сих пор идут отгрузки. То есть Трамп не независимый человек. Он финансирует вторую воюющую сторону и не прекращал никогда эти поставки и снабжение разведданными. И я так думаю, что в сентябре, когда будет голосоваться бюджет, ему поставят условия. Часть республиканцев, которые близки к демократам и занимают проукраинские позиции, плюс демократы, они на самом деле, несмотря на то, что у Трампа республиканское большинство в Конгрессе и Сената, проукраинское большинство, не его, оно будет его заставлять вложить в следующий бюджет Соединенных Штатов финансирование Украины. А для того, чтобы оправдать свои поступки, он будет вынужден, вот как мы сейчас наблюдаем в последнее время, поддерживать антироссийскую риторику. Переговоры срываются. Сейчас мы можем что угодно формировать, какие угодно пулы, какие-то новые предложения были сформированы. Достаточно долгий период времени шла, я скажу прямо, начиная с ноября, конца ноября прошлого года, уже начинались переговоры и шли, вырабатывалась вот эта вот структура, тут, которую мы вот наблюдали, в перечне, который выходил через ряд западных источников, Reuters и до этого в других. И эти условия были совсем не льготные для России. Но, тем не менее, Россия нашла на то, чтобы все-таки этот конфликт остановить. По моему прогнозу, переговоры не будут успешными. И Трамп будет пытаться выходить из этих переговоров. Что-либо ему сейчас вдогонку, что бы мы сейчас ни говорили, что бы мы ни делали, что бы мы ни демонстрировали, он будет вынужден объяснять, почему у него не получилось и почему он отстраняется от конфликта. Для этого он будет критиковать якобы и Россию, и Украину, якобы эти две страны виновны в том, что... А вот он, как бы судья, вот он вот хотел помочь, но у него не получилось. Причем виновен в этом он сам. У него было первых 50 дней, когда Трампа все боялись, когда Трамп просто был центральная фигура в СМИ, что он говорил, что он сказал, как он посмотрел и как он встал, кому он пригрозил, все боялись. Демократы, враги его, все расползлись, были растеряны, и все пытались получить его благосклонность. В этот период времени он должен был заниматься Украиной, принимать жесточайшие меры, вводить санкции, возбуждать уголовные дела внутри Соединенных Штатов. У них до сих пор есть закон за втягивание Соединенных Штатов в войну. Это уголовное преступление. Надо было возбуждать эти дела против Байдена и против всех остальных. Надо было громить своих врагов, пока враг был в растерянности. А он считал, что у него есть время, он сейчас потихоньку возьмет рычаги власти, расставит везде своих людей, потихоньку везде все, и дальше всех победит. А не получилось. Враги сгруппировались, и смотрите, ну уж так уже Зеленский плевал в лицо Байдену, плевал и размазывал все эти его заявления, все его обвинения. Он на американскую аудиторию выходит, критикует Трампа. Напрямую американцам Трампа. В Соединенных Штатах внутри чужой президент включается в СМИ, и СМИ его вставят в прайм-тайм, и там Зеленский как государственник, не как наркоман, который вечная попрошайка, а государственник, спокойной позиции, критикует Трампа, который выглядит в глазах, по словам Зеленского, человеком, который там мельтешит, выполняет какие-то, повторяет за Путиным кремлевские нарративы и так далее.
И Трамп в какой-то момент понял, что не все так просто, и испугался. Вот то, что мы сейчас наблюдаем, это испуг Трампа. И Рубио-то, вот он мне раза 4, да, повторял в разных вариациях о том, что если, как в известном анекдоте, если вы так со мной, то я пошел, то если вы не хотите, то Соединенные Штаты умывают руки европейцам. А европейцы ему говорят, так иди, кто тебя тут держит. Но только посмотри, что мы тебе потом устроим внутри Соединенных Штатов. Как ты еще взмолишься. Ты думаешь, что ты уйдешь и будешь там спокоен, ничего не получится, мы тебя там достанем. Сила у нас. Деньги, силы и СМИ у нас. И за что ты не возьмешься, у тебя все будет не получаться. Вот как они с ним говорят. И поэтому Трамп испугался. И Зеленский это чувствует. Он ведет себя соответствующе, он хамит, он дерзит, он обвиняет, он требует с собой обхождения как с равным. Его в Ватикане чуть рядом с Трампом не посадили. В последнюю минуту рассадили и решили, что это будет... Это уж слишком, товарищи, да? Как во втором известном анекдоте. Вот. Ну, вот так вот. И Трамп все это, смотрите, ну что еще можно было? Ну уже после того, как, ну я не знаю, что еще должен был сделать Зеленский еще. Трамп с ним встречается в Ватикане. Вот этот конфликт Трампа с ФРС связан не с учетной ставкой. Про учетную ставку только говорят, а про кредиты, которые выдаются Европейскому Союзу. За счет американских денег сейчас кредитуется Европейский Союз и война на Украине. Все за счет американских денег. И Трамп не остановил ни одно, ни второе, ни оружие, ни разведданные, ни поток денег. Что смог, что не смог, что не захотел, что побоялся. У него лежит пакет санкций. Готовый. Все там, все визы есть, кроме визы Трампа. Запустить. А мои друзья говорят, что и есть и виза Трампа, но он боится это опубликовать. Боится дать задний. У него есть уголовные дела со всеми подноготной. Кто, где, сколько украл. На Украине это все известно. И нашлись люди, которые все подробно рассказали, показали, что украл, где, на чем украл, куда вывел, во что вложил. Но если я знаю, сидя здесь, в России, знаю, что покупает Зеленский, как покупает. Видите, я расскажу такую забавную. Мир такой маленький. Фирма, которая принадлежит там не целиком, а в доле Петра Порошенко, в Эмиратах помогает Зеленскому размещать его средства и покупать активы на Ближнем Востоке. Все знают. И в Соединенных Штатах это все знают. И даже поверьте, не десятки, сотни доброжелателей принесли пакеты. Все есть для того, чтобы дать старт и разорвать Зеленского. Но Трамп боится и дает задний ход. И он не понимает о том, что он думает, что сейчас я вот тут вот сдам чуть-чуть назад. Вот я сошелся свет клином на этой Украине. Но это иллюзия. Украина нужна для того, чтобы добить Трампа. Они через Украину будут его добивать и дальше, и дальше. И потом пойдут по остальным пунктам. Не будет Венс следующим президентом.